Всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу показать, как я готовлю пирожки. Но пирожки сегодня будут жареные, с дрожжевого теста и с капусты только. Ну а так, в принципе, начинку можно использовать разную. Для этого нам понадобится соль, сахар, масло растительное для теста с запахом, масло растительное рафинированное для жарки капусты. Капуста сама непосредственно, луковица и одна морковка. Ну и мука, соответственно, дрожжи. Для того, чтобы сделать тесто, нужно вскипятить чайник, чтобы вода была горячая. Добавляю холодной. Довожу до нужной температуры. И отливаю воду, оставляя ровно столько, сколько мне нужно. Сколько у меня будет теста. Вот столько я оставил. Здесь примерно, с пол-литра, наверное. Вот, дальше я сюда буду добавлять сахар. Сахара нужно немножко, прям совсем-совсем, вот щепотка, больше не буду. Посолить. Солить надо нормально, 2 хороших щепотки. Вот. Дальше дрожжи. Дрожжи сыплю тоже так на глаз. Вот чтобы они покрывали. Чуть побольше добавите, быстрее сделаю. Чуть поменьше. Мне это подольше будет подниматься. Вот так вот добавляю дрожжи и оставляю до тех пор, пока они полностью не намокнут сами и не осядут. Вот прошло меньше минуты. Вот дрожжи у нас сами намокли, осели. Для чего я это делаю? Делаю для того, чтобы, когда мешаешь дрожжи сухие, они собираются в комочки, внутри воздух у них, и они очень тяжело потом расходятся. Лучше маленько подождать, они сами намокнут, сами осядут, и уже потом можно взять ложку и просто размешать его. Вода должна быть теплая, не сильно горячая, чтобы дрожжам было комфортно. Размешиваем сейчас, чтобы соль, сахар разошлись. Добавляем растительное масло. Масло нужно добавлять после того, как... 2-3 столовых ложки получается. После того, как разойдутся дрожжи. Если вы сразу добавите масло, насыпите сверху дрожжи прилипнут к маслу и получатся те же самые комочки. И их потом будет размешать в тесте сложнее. И некрасиво, и будут поднимать они неравномерно тесто. Вот мы размешали. Теперь сюда добавляем муку. Сейчас я возьму блюдце. Блюдцем будет удобнее, потому что муки достаточно много. Так, вот первые полблюдца пошли. Вторые. И еще маленько, пока вот так, да. Дальше перемешиваю. Сейчас посмотрим, если что, добавим нужное количество. Перемешиваем хорошенько. Вот так вот. Вот такое тесто должно получиться на первой стадии. Сейчас мы его перемешаем. Все, оно подзатянулось. И теперь берем муку. С ложки уберем. И ложку уберем. В сторонку. Будем брать муку, сверху подсыпать вот так вот. И подбирать. Вот так вот, чтобы снаружи была мука, внутри была клейка. Переворачиваем. Вот видите, здесь будет липнуть. И вымешиваем мягкое, очень-очень мягкое тесто. На жареные пирожки дрожжевое тесто должно быть. Чем жиже вы сможете его размешать и собрать, тем лучше, тем вкуснее получится. На печеное, конечно, надо маленько, чтобы оно
форму держала, когда вы будете выкатывать на форму, на противень выкладывать. А на дрожжевое тесто, на пирожки на жареные, там можно чем жиже, вот как максимально жиже вы сможете сделать и потом пирожки собрать. Вот так вот вы месили тесто, здесь еще у него, оно неравномерное, вот я прям чувствую комочек. Теперь мы его закрываем крышкой и ставим в теплое место. Можно просто накрыть чем-то теплым, чтобы тепло не выходило. Я ставлю на змеевик. У меня как раз вот эта вот чашка туда встает, и оно очень хорошо поднимается. Змеевик всегда горячий. Тем временем, пока тесто у нас подходит, я нарежу капусту. Нашинкую ее, подготовлю. Режу я достаточно мелко. Крупно будет невкусно. Вот таким образом шинкуем. Капуста свеженькая. Вот получился у меня вот отрезок и вот половинка отрезка, грубо говоря. Сейчас мы ее все нашинкуем. Морковь натрем на терке, лук нарежем. И будем ее обжаривать. И вот у нас уже накалилось масло на сковороде. Сейчас мы добавим туда капусту, морковку и сразу лук. Все вместе. Мы ее посолим, поперчим и просто пожарим и остудим. И дальше будем, как тесто подойдет, будем делать пирожки. И вот прошло время, тесто у нас должно подняться. Сейчас будем открывать вместе с вами. Честно, не заглядывал, но уже должно подняться. Вот, сначала покажу капусту. Капусту я пожарил, вот такая вот она красивая стала. Я ее на сито положил, она остыла, масло стекло лишнее. Вот такая красивая капусточка получилась. И вот давайте откроем тесто. Да, тесто поднялось, хорошо поднялось. Вот смотрите, какое оно пышное. Классное. Сейчас я насыплю тесто. Ой, тесто, господи, муку. Соберу его в кучку. Вот оно, какое оно уже належалось. Все вот клейковина набухла. Все комочки, которые были, они уже разошлись. Так, перемешаем. Вот такое красивое тесто получается. И начинаем катать шарики. Катаю наугад, ну, примерно вот такие. Так вот, шарики накатываю, несколько штук. Муки на руки, чтобы не липло. И вот я сделал вот такие вот заготовки для наших пирожков. Теперь буду приступать к формированию самих пирожков. Муки тоже сильно много не надо, лишь бы не прилипало. Я насеял многовато, но ничего, я буду отодвигать, она потом все равно вся уйдет. Вот такую лепешку. Скалкой практически никогда не пользуюсь, руками расхлопал, так быстрее и легче. Выкладываю начинку. Вот так вот прям будет хорошо. Слепляю сначала середину, а потом от середины уже иду по краям, держу пальцем серединку вот этими пальцами, а вот этими уже собираю в середину и переворачиваю и кладу. Сейчас покажу, какой будет пирожочек, чтобы предыдущий не травмировать. По форме покажу поближе. Еще один у нас получается. Будет такой пузатый, красивый пирожок. Вот такой вот
И вот таким мы его положим в сковородку. Вот такие вот они будут, когда начнешь жарить. Масло я уже включил, оно уже у нас начинает нагреваться. А я продолжу лепить пирожки. Пока масло нагревается, я буду формировать пирожки. И вот масло у нас накалилось. И будем сейчас отправлять пирожки в масло. Как в прошлый раз я сказал, не прихлапывая, единственное, проверяя швы. Так сказать. О, какое масло раскаленное, хорошее. Я, кстати, раскалил до максимума на самом большом огне и убавил, чтобы не быстро верх не прижаривался, а то бывает, что верх прижарится, они поднимутся, верх прижарится, а в середине сыровато еще возле начинки. Поэтому убавил. Смотрите, как тесто поднимается. Сейчас оно будет золотистое, и мы его перевернем, и вы увидите, какая красота. А если было бы много сахара, там он уже бы стал коричневым, этот пирожок. Вот такое тесточко получилось. Это был тест на масло. Вкусно. Даже тест без начинки очень-очень вкусный. Все постепенно поднимается тесто. Температура такая оптимальная, не сильно высокая. Вот видите, уже краешки начинают золотиться. Сейчас мы его посмотрим, пирожочек. О, достаточно в самый раз. Сейчас вторая сторона прожарится. Обжарим со второй стороны до такого же цвета. Смотрите, как красиво, безумно. И так будем жарить все пирожки оставшиеся. Вот такие красавчики у меня получились. Пышные, красивые, золотистые, еще горячие, еще хрустящие. Давайте один попробуем. Я вам разломлю его. Вот. Всем спасибо за внимание. Готовьте такие классные пирожки. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!